Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня запекаем скумбрию в духовке. Посмотрите, какие красивые кусочки рыбы. Рыба необыкновенно вкусная, аппетитная, готовится буквально за считанные минуты. Друзья, все мои видео с субтитрами. Если они вам не нужны, либо мешают вам смотреть ролики, отключите их на своем устройстве. Ну что, приступим. У меня одна рыба скумбрия. Я разрезала ее пополам, достала хребет и достала кости реберные. Получилось два вот таких филе. Ну, конечно, 100% сказать, что это филе нельзя, здесь остались косточки, но тем не менее. Теперь мы эту рыбку замаринуем. Для маринада необходимо 3 зубчика чеснока, соль, сладкая паприка, подсолнечное масло. Через пресс продавливаем чеснок. Вообще рыба скумбрия такая противоречивая рыба. С одной стороны, она очень полезная, так как она рекордсмен по содержанию омега-3 и омега-6 жирных кислот. А с другой стороны, не все ее могут кушать в жареном либо запеченном виде. В основном все любят скумбрию соленую либо копченую. Я тоже отношусь к тем людям, которые не могут кушать скумбрию в жареном либо запеченном виде. Но этот рецепт, он просто находка. В приготовленной рыбе этой абсолютно не чувствуется вот этот запах жира. Она очень вкусная. Чеснок пропустила через пресс. Теперь нужно добавить неполную чайную ложку соли. Вот у меня мерная ложечка, пол чайной ложки. Я добавлю ложечку, еще половинку. Чайную ложку сладкой паприки. Можно с горкой. И 2 столовые ложки растительного масла. Масло может быть подсолнечное, может быть оливковое. И у меня обычное подсолнечное масло, без запаха, без вкуса, рафинированное. Хорошенько все это дело перемешиваю. Вот такой маринад получился. Теперь этим маринадом нужно намазать рыбку. Прямо весь. Вот делим его пополам. Раскладываю на рыбу. И так вот щедро-щедро смажем рыбу. Прямо рукой можно размазать маринад. Теперь эту рыбу я складываю в чашку глубокую. Закрываю пленкой пищевой. Вот таким образом. И отправляю в холодильник мариноваться на 10-12 часов. На самом деле я мариную эту рыбу обычно с вечера, чтобы на следующий день ее запечь. Запекается она очень быстро. Вот, друзья, прошло 10 часов, рыба замариновалась, и сейчас мы ее будем запекать. Включаю духовку, выставляю 220 градусов. Пока духовка нагревается, выложим рыбу на противень. У меня вот такой небольшой противень. Я выслала дно фольгой, но можно на самом деле и пергаментом. Теперь нужно смазать немножко маслом дно. Буквально чуть-чуть вот капаю масло и размазываю кисточкой. Это для того, чтобы рыба не прилипла. Иначе потом очень тяжело ее будет от фольги очищать. И выкладываю кусочки рыбы. Вот таким образом сложили рыбу в противень. Теперь отправляю ее в духовку на 10-12 минут запекаться при температуре 220 градусов. Прошло 12 минут. Я достала рыбу из духовки. Вот так она выглядит. Теперь перекладываю ее на тарелку. Посмотрите, какая прелесть. Такую рыбку не стыдно подать и на праздничный стол. Подавать можно как отдельное блюдо, можно с гарниром, например, с картофельным пюре. Я вам очень рекомендую попробовать этот рецепт. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение о моих рецептах. Желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.